канале «Иная реальность». И с вами я, Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. Сегодня очень важная тема для многих из вас. Парапсихологические способности наши раскрываются очень быстро и очень резко, и поэтому важно узнать, как ими правильно распоряжаться. В первую очередь начинают перегорать лампочки, техника, гаджеты и так далее, когда открывается мощная психическая сила. Может быть, с вами это происходит с детства, может быть, раньше этого не было, а теперь да. Также может существовать некая блокировка на взаимодействие с гаджетами. То есть они как будто вас не слушаются. То есть вы желаете выйти в прямой эфир, вы желаете освоить, допустим, профессию видеоблогера, да, вы желаете освоить соцсети и так далее. И это все очень сложно, и это все сбоит, и другие рассказывают, что у них все прекрасно и быстро получается, а у вас как-то не так. И вот сегодня мы с вами разбираемся, в чем причина. Для начала я диагностирую, вы выбираете одну из 4 позиций, я диагностирую, какое у вас взаимодействие с техникой. Это будет руна. Выбираете вашу позицию. Насколько оно у вас доброжелательное, дружелюбное. Так, это у нас диагностика. Если что-то здесь будет такое настораживающее, то мы посмотрим причину. Так, причину мы возьмем через Оша. Также вскроем немножечко психологический аспект. Покопаемся здесь тоже. Потому что одни люди просто с техникой на одной ноге, да, а у некоторых прямо это какой-то стоит блок, запрет, да. 2 карты, прекрасно. Так, у нас сегодня. Так, и посмотрим, естественно, какой дар у вас возьмем, потому что это же мы смотрим вследствие раскрытия вашего дара, да, такие вещи происходят. Посмотрим. А также, естественно, возьмем, чем выравниваться. Это будет другая руна. Энергия, которая будет вас балансировать, выравнивать. Пробуем сейчас с этим разобраться. И возьмем совет высших сил. Итак, если вы готовы, пишите «Я готов, я готова» для того, чтобы начать исцеление. Приветствую вас, Екатерина, Юлия, рада вам. Благодарю, что поддерживаете в прямом эфире. Но я в неурочное время выхожу, когда есть возможность, поэтому остальные смотрят в записи. Я приветствую тех, кто смотрит в записи. Сразу прошу лайки, подписочки на канал, комментарии. Помогайте продвигаться, пожалуйста, мне, и мы полетели. Тайм-код и первая позиция. Все-таки буду убирать, хотя раньше я этого не делала, буду привыкать как-то. Очень мало места. Угу. Так, первая позиция, тайм-код. Что у вас с техникой? Угу. Ну, у вас полный хагалас. Вот только я достала дракона воды, сразу захотелось сказать, что
Злиться вам, обижаться нельзя, то есть тут у вас стихийная, мощная, разрушительная энергия, очень сильные парапсихологические способности. И вы владеете энергией разрушения, это у вас врожденное, то есть это природное, понимаете? Просто эта энергия, ее нужно направлять, ну, это такая точечная, хагалас – это точечная энергия, то есть здесь нужно очень руководить ею. Я всегда говорю, что если идет мастер с такой энергией, то ему требуется очень мощное заземление, очень спокойный ментал, очень спокойный астрал, очень спокойные эмоции. Если вы достигнете состояния вне ума, вне эмоциональное, созерцательное, то проблем, поверьте, не будет. То есть тот же самый хагалас, он у вас останется в руках, но он не будет приносить разрушительную никакую силу, он не будет иметь, он будет как скальпель хирурга применяться только где-то по назначению в точечных моментах, как целительство, да? Но у вас действительно может быть, когда вы нервничаете, когда вы злитесь, когда вы не уверены в себе, да, такое может быть, да, борьба. Смотрите, какие у вас и ловушка самопожертвования. Ну, первая позиция, классика, мне кажется, я прям для вас вышла в прямой эфир. Вот. Притянулись на первую позицию те люди, которые прям у них что-то терпит крушение, и они абсолютно в безысходности себя чувствуют, то есть не знают, где же эта кнопочка, на какую нажать, чтобы все начало работать, потому что испробовано уже все. И просто вот это состояние, когда но уже и рвать, и метать уже даже нет сил. И уже вот такое пораженческое настроение. Ну, давайте посмотрим, какой у вас дар. А дар у вас открывается энергия порядка, представляете? Из хаоса, из стихии, вот этот хагалас – это хаос, хаотическая энергия. В вас раскрывается энергия порядка, это энергия Земли. То есть, смотрите, в ваших руках хагалас для того, чтобы вы научились структуре, порядку, спокойствию, пониманию того, что зачем идет. Например, чтение инструкций, постепенное обучение, скрупулезное вникание во что-то, какие-то алгоритмы поведения, что не просто тык-тык-тык, да, а вот как-то сначала это, потом это, терпение, да. Вам требуется заземление, наработка в себе качеств, структуры, терпения, стихия Земля. Угу. Что вас выравнивает? Ера, конечно, Земля, алгоритмы – это то же самое, обратите внимание. И Ера – это причинно-следственные связи, то есть сначала одно, потом другое, потом третье, шаг за шагом, причем Ера – это медленная энергия. Это от начала до конца спокойно, скрупулезно сесть и разобраться. А хочется просто рвать и метать. Вы не любите читать инструкции, вы хотите сразу, быстренько, раз, и все. Какой для вас совет, верховный жрец? Учиться, идем учиться. Идем учиться и разбираться. Садимся за парту. В каждую буковку въедливо прямо въедаемся и доходим до сути, до истины. Не бойтесь в любом возрасте превратиться в ученика. Обращайтесь за помощью к наставникам. Скорее всего, вы постигать будете какие-то вещи через наставника. Я думаю, что самостоятельно разобраться вы не можете, не потому что какой-то у вас... Некоторые говорят про себя, что я такая глупая, что я такая тупая. Это нет, не поэтому. У вас просто очень недисциплинированный ум. Вот дисциплинированный ум, спокойные эмоции, скрупулезные движения, усидчивость, терпение – это ваше все. Поэтому ничего страшного не происходит ни с вами, ни с вашей техникой. Просто вам нужно успокоиться, набраться терпения и научиться. Вот такой ответ для вас. Давайте я для вас еще мудрость достану наших учителей. Хочется вам заполировать
Так, мудрость учителей. Так, ожидание. Время еще не пришло. Детали пока неизвестны. Опять, смотрите, вас ставят в позицию, когда вам необходимо успокоиться и подождать. То есть вот это вот созерцание, терпение, понимание того, что на все нужно время. И чтобы чему-то научиться, тоже нужно время. И это порой даже большие крупные циклы. И если вы не пожалеете труда и вложите свое время в какое-то обучение, то вы потом станете мастером, настоящим мастером. Так что у вас мощный потенциал, энергия Хагала сама за себя говорит, мощные парапсихологические способности, это да, но вам нужно вырабатывать терпение, вырабатывайте стихию Земля. Ну что, подписочка, лайк, мои дорогие друзья. Жду ваши комментарии, интересно, срезонировала ли эта позиция. Тайм-код, и у нас вторая позиция. Ну, тут дракон огня, на энергетика отдал. Тут, в принципе, смотрите, по отдал, может быть, ну разве что сейчас посмотрим другие карты. Если сюда притянулись люди с проблемой вот с техникой, то тут может быть только одно: несовременность, ортодоксальность, состояние того, что в моем возрасте мне трудно разобраться. Это для молодежи. Я вот в своем деле хорошо разбираюсь, а техника, все эти кнопочки, это все на английском языке. Вам нужно, чтобы вы чувствовали себя уверенно в чем-то. Вы вообще человек харизматичный и такой: я сказал, и значит так. То есть вы любите, чтобы ваш голос звучал внушительно. Там в доме, на работе и везде. А когда вы чувствуете себя учеником-недоучкой, конечно, это неуютное для вас состояние. Поэтому может быть еще такой момент — закрытость к новым технологиям, как вариант. Просто ментальная закрытость. Но сейчас посмотрим. Так, гармония и ловушка скука. Да, здесь, смотрите, состояние такое, что, скорее всего, вы не тот человек, который пойдет разбираться с какими-то ультрасовременными вещами. Вы больше любите как-то, ну вот, знакомое пространство, там, где вы себя чувствуете эмоционально уравновешенно. Потому что вы можете вспылить, если что-то вам непонятно, скажем так. Хочется вообще, огонь любит все побыстрее, побыстрее разобраться. Тут еще одна карта оцепенения. Кстати, здесь две карты потянулось, смотрите. Да, вы как бы здесь такой момент: мне это не надо, зачем мне это все? Я спрошу кого-то, мне вот кто-то сделает, я найму человека, мне починят. То есть как-то здесь разбираться, самому вникать. Пусть кто-то это делает. А я лучше заплачу, я лучше... Ну, то есть есть же люди, которые в этом разбираются, ну и как-то так. Но я не чувствую, чтобы техника ломалась в вашем присутствии. Скорее, больше, если вам приходится с ней все-таки сталкиваться, то есть жизнь поставит перед фактом, некого попросить, никто не придет на помощь, то вы либо бросите эту затею, просто откажетесь это делать, либо, ну вот как бы зависание, техника зависает, тупит, медленно все очень продвигается. Вот такая вот энергия. То есть здесь нет скорости. Какой у вас дар? Угу. У вас несопротивление. Несопротивление — это очень интересно для вас, потому что Адал — это руна закрытости. Вам нужно впускать в жизнь новые технологии. Вода, она как-то связана с тем, что все-таки все течет, все меняется.
И не стоит препятствовать новому. Вот здесь открывайтесь для нового. А ну-ка, что у вас за руна Альгиз? Но вам предлагают даже вот идти в новое очень даже ярко, креативно и пробовать новые технологии. То есть не, как будто бы, знаете, вам говорят, у вас даже вот будущее ваше зависит от того, насколько вы легко и свободно научитесь управлять современными технологиями. То есть начиная просто с домашней там стиральной машины и какой-нибудь там посудомоечной машины до самых суперсовременных гаджетов и какого-нибудь навороченного оборудования к ним. То есть, смотрите, вы в состоянии с этим разобраться, если захотите. Вот здесь такая энергия идет. Но как-то вот не чувствуется у вас желания, как будто бы пока я могу обойтись без этого, я буду обходиться. Но если мне уже точно это будет нужно, я буду это делать, я буду это изучать. Ну, вам рекомендуют, в принципе, уже начинать, потому что все хорошо, как говорится, хороша ложка к обеду. А ну-ка, рекомендация. Да, двойка огня, конечно, потенциал, возможности, озарения. Перестаньте сомневаться в собственных силах и раскрывайте свой потенциал. Знаете, что я вам скажу? У вас это первый вот такой вот блок психологический. Просто по вашей натуре вы любите быть хозяином положения, хозяином жизни. Вы, когда его преодолеете, у вас даже за гаджетами, за современными технологиями у вас стоит очень большое развитие. То есть вы себя в этом найдете, проявите, и, скорее всего, вы выйдете даже, возможно, на публику. Может быть, там на интернет-просторы, ну и так далее. Все это такое, соцсети и тому подобные вещи. Это из разряда, когда человек долго сопротивляется, не хочет, но потом, когда приложит как бы сюда свое внимание, усилия, то в принципе вы довольно-таки быстро можете в этом разобраться, если захотите. Сказать, что у вас тут что-то горит, чадит, ломается или не слушается, ну вот за исключением того, что ваш внутренний блок, а зачем? И на этой почве у вас техника как бы зависает и останавливается. То есть она как бы не чувствует от вас вот этого импульса, да? То есть если вы не хотите, чтобы, например, кто-то вас увидел в интернете, у вас камера перестает работать. Но она не перегорает, она просто зависает. Интернет зависает. Что-то вот такое. То есть вам говорят, не сопротивляйтесь, просто спокойно плывите, идите вперед. Тут, знаете, про то, чтобы не отставать от времени. Ну-ка, давайте для вас тоже. Быть современным, да, человеком. Это значит ощущать гармонию и в себе, да, и вокруг себя. Так, посмотрим. Мудрость учителей для вас. Угу. Я помню путь своей души, судьба и предназначение. Тоже смотрите, у вас с выходом как-то на просторы интернета могут произойти осознание того, что вот именно при помощи современных технологий вам проще всего свою миссию осуществить. Представляете? А вы как будто бы сторонитесь этого и все время вопрошаете, ну как мне применять свои способности, ну где я могу быть полезным. А оказывается, все очень просто. У вас все под руками, у вас все есть, просто не сопротивляйтесь, откройтесь, и у вас миллион возможностей для самореализации. И техника вам только в помощь. Поэтому принимайте такое благословение учителей. Ставьте пальчики кверху, подписывайтесь на канал «Иная реальность», работает для вас. Благодарю вас за просмотр. И у нас с вами третья позиция тайм-код. И у нас дракон воздуха. И как вы взаимодействуете с техникой? Ну,
Нормально. Нормально. Сейчас посмотрим. Интенсивность и борьба за власть. Смотрите, здесь какая идет история. Вы можете разобраться, приложив усилия. У вас немножко, знаете, как идет через победу над техникой. То есть техника, в принципе, я не вижу, чтобы она горела, пылала или не слушалась, но у вас просто из-за внутреннего состояния, что вы бросаете вызов себе. И вот этот вызов в себе, вот если вы приняли решение в этом разобраться, вы обязательно доведете начатое до конца. Поэтому при желании вы можете разобраться практически с любой техникой. И я не чувствую, чтобы здесь она как-то вас не слушалась. Вот единственное, я бы подход немножко поменяла, как будто бы вы трудность создаете сами. Но вы очень быстро вникаете, внедряетесь, вы на одной волне вообще с технологиями на самом деле. Ну-ка сейчас посмотрим, какой дар у вас. Радость. Да, вот я и говорю, сменить нужно эмоциональный подход к этой теме. То есть вы способны на любые победы. Но зачем что-то побеждать? Оказывается, все то же самое можно делать гораздо проще. Руна для балансировки – это кана, раскрытие своего дара, раскрытие себя. То есть, знаете, здесь как будто бы идет такой посыл вам. Сейчас. Как будто бы нужно сонастроиться с вашим гаджетом, с вашей техникой, как будто бы это человеческое существо, как будто бы у нее тоже есть характер, у нее тоже есть некое поле, с которым можно повзаимодействовать. То есть почувствуете, как это странно звучит, я понимаю, но как будто бы техника тоже обладает неким сознанием. Но на самом деле все предметы, абсолютно все предметы обладают сознанием. И общаться можно с любыми предметами. И вы знаете, что многие общаются со своими автомобилями, разговаривают с ними, да, особенно со старенькими, полюбившимися машинками и с компьютерами, которые не слушаются там, не включаются, уже старенькие. То есть вы начинаете с ними общаться и чувствуете, что они вас слышат. Вот представляете, вам такой вот уникальная вот история про вас, это то, что смените немножко на направление мысли с точки зрения, откройтесь информационному полю вещей, которые вас окружают. Потрясающе. И 18-й аркан Луна, представляете, это про то же самое. Смотрите, когда у вас что-то не получается, когда у вас где-то техника тупит, то вам нужно перейти на женские энергии, на состояние любви, любви к этому объекту. Ну, такой странный вам совет. То есть раскройте свое сердце, раскройте вот вашу любовь к каждой вещи, которая вас окружает. И поверьте, эта техника будет оберегать вас и служить вам верой и правдой. И здесь у вас вот как бы у вас прям человеческие взаимоотношения с техникой на самом деле. То есть, если вы ей скажете, дорогая, ну потерпи, я потом куплю тебе расширитель какой-нибудь, я тебе потом позже сделаю какой-нибудь апгрейд, или я тебе сменю что-нибудь там, заменю и смажу, а вот сейчас, пожалуйста, дорогая, сделай то, что я тебя прошу. И тогда ваш принтер запечатает, вот, а ваша какая-нибудь там стиральная машинка отожмет, вот, и все будет хорошо. То есть у вас вот такое вот отношение должно быть с любовью и какая-то установка психической связи с тем, что вы чем вы владеете. То есть вы и ваши вещи – это одно единое целое, как будто бы вам говорят. И когда вы боретесь, утверждаете себя превыше, да, то
как будто бы ваши вещи обижаются. Ну, вот такая странная информация для вас. Давайте посмотрим, что высшие силы скажут. Вы просто чувствуете себя таким, знаете, властелином колец. У вас очень достаточно мощный интеллект, и вы действительно во многом разбираетесь, вам предлагают раскрыть сердце. Это, конечно, супер послание. Новый взгляд. Посмотрите на мир по-новому. Взаимопонимание и сострадание. Представляете, сострадание к гаджетам. Пожалейте ваши гаджеты. Может быть, вы их заэксплуатировали. Высшие силы говорят, что как-то вот, ну, вот так. Это удивительный получился, конечно, вариант, но принимаем то, что идет из потока. Открывайтесь, пожалуйста, открывайте свое сердце. Вот. У вас не должно быть проблем с гаджетами, только лишь отношение к ним может повлиять. Вот и все. Благодарю вас за просмотр. Поставьте пальчики вверх, комментарии ваши приветствую, подписочки, пожалуйста, на канал «Иная реальность». Я работаю для вас. И сейчас тайм-код, и у нас 4-я позиция, и это дракон Земли. Что у вас с гаджетами, что у вас с техникой, что происходит? Тут тоже, смотрите, такое противоречивое, смотрите, состояние, максимализм, что ли. Есть такой тип людей. Или вы будете донашивать что-то старое, да, до конца, до предела, или покупать что-то ультра-супер современное, в котором очень сложно разобраться. И вот тут нет у вас как бы вот этой грани. То есть или вы пользуетесь чем-то старым, и оно уже совершенно не актуальное, да, и тут свои проблемы, когда, да, техника уже не идет в ногу со временем, но и потом суперсовременная — это тоже, понимаете, другой момент. То есть она-то все может, да как же ж это сделать? То есть где же эта кнопочка? Вот что-то в этом духе, понимаете? Интересно. Да, разум. Хочет всего и сразу. Так, дар — приятный сюрприз. Да, вот смотрите, здесь вот энергетика такая, что вы любите покупать очень хорошие, добротные, качественные вещи. Довольно, сразу хочу сказать, дорогие. Скорее всего, вы основательный человек, и вы думаете, я же не буду менять этот смартфон каждый год. И поэтому я куплю лучший смартфон. Вот. Но вот вопрос, насколько быстро вы сможете освоить эту технику, да? А здесь просто вот про это. Есть некий, да, вот такой люфт между вашим сознанием, а техника как будто опережает вас в развитии. Но зато вы подтягиваетесь, вы развиваетесь, в принципе, хорошая заявка, да? То есть есть вот такой момент непонимания техники. Я не понимаю, где эта кнопочка. Она как будто опережает вас по времени. Вы как будто бы не готовы пользоваться еще пока такой современной техникой. Какой у вас дар? Дар у вас творчество. Скорее всего, вы будете самообучаться. То есть путем проб и ошибок вы будете просто находить, перебирая кучу вариантов. Это, знаете, из той оперы, когда «не бойся, нажми на кнопочку». Ну, что-то будет, ты не сломаешь. То есть вот нажми на кнопочку, посмотри, какой результат. Возможно, будет приятный сюрприз, как вот у вас дар, да,
Может быть неприятный сюрприз, но ты это не сломаешь, все будет хорошо. То есть выходим вот в это состояние освоения нового и не боимся жать на кнопочки и смотреть, что будет. Здесь больше вот про это. Сказать, что вы что-то здесь жжете, разрушаете и так далее, я не могу этого сказать. Ну, разве что по УРУС можно, ну, сгоряча там, или как бы не неконтролированно уронить что-нибудь на пол, например. Но это такое. То есть если вы что-то роняете, рушите, но то есть это не из разряда, что оно горит, да, и это не из-за парапсихологических способностей, нет. Здесь просто умение идти в ногу со временем и не бояться экспериментировать. Вот это вот ваша стезя. Экспериментируйте, покупайте себе новое, пусть даже оно опережает вас где-то, но зато это развивает вас очень быстро. Вы быстро учитесь, быстро обучаетесь, быстро осваиваете методом тыка. Ну, это ваш путь, во всяком случае, если вы выбрали эту позицию. Что вас уравновесит, это ингус. Но это опять, смотрите, это постоянное развитие. То есть каждый раз вот новые гаджеты, новые какие-то, новая техника, она лучше, чем предыдущая. Причем так вот, существенно. Ваша задача постоянно развиваться, идти даже не в ногу, тут может быть даже и опережать где-то. Вот я чувствую, что вам надо выходить на новейшие технологии. Как будто бы, знаете, вы, вот есть такие люди, которые первыми покупают что-то вышедшее, да, вот только вот с конвейера, да. Другие еще пока смотрят, прицениваются, а вот есть люди, которые, о, появилось, надо попробовать, что это такое. Ну вот если вы к ним не относитесь, то в любом случае вам говорят, что вот это ваш путь, не бойтесь пробовать новое и учиться. А ну-ка, что у нас тут как совет? 4 огня. Наслаждение, вершина, оргазм. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Вы уже имеете все, что хотели. Ну, вот то, что я говорила. То есть наслаждайтесь этими вещами, как покупайте их, применяйте их, расслабляйтесь и балуйте себя все новыми и новыми покупками. То есть несите это все в дом, получайте удовольствие, быт свой обустраиваете. Я думаю, что вы очень любите новые вещи, современные технологии, ну, по идее, по идее. Давайте возьмем для вас духовный совет. И вам духовный совет «Бесстрашный пион». Многогранность, уникальность, раскройте свою душу. Да, тут вот если у вас есть страх нажать на кнопочку, потому что тут поток разделился, да, есть люди, которые быстро осваивают, и те, которые боятся. Купили технику, а потом не знают, на какую кнопочку нажать. То вот не бойтесь. Здесь вот можно, то есть вам можно пробовать, экспериментировать, вам можно превращаться вот в такую энергию детскую, непосредственную. Все можно. Сейчас трудно, так сказать, одним движением что-то сломать. Вот, и у вас вот есть такое, что добротная вещь, дорогая и надолго. Но сейчас хочу сказать вам сразу, что гаджеты, например, очень быстро меняются, обновляются, все очень быстро текуче, да, поэтому, ну, как-то вот навстречу к переменам будьте готовы сменить ваши, то есть не донашивайте слишком долго, да, вот свои какие-то технику в доме, да, не надо, меняйте ее чаще, меняйте и идите в новое. Вот такая вот пошла информация для вас. Подписочки, лайки, пожалуйста, комментарии. Обожаю ваши подписочки и лайки. С удовольствием выхожу к вам в эфир снова и снова. Ваша Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч. Пока-пока.